Итак, я в Лондоне. Нет ни работы, ни жилья. Как я говорил ранее, я искал подселение к СНГшным ребятам, но мест совсем не было. Самому снимать квартиру дорого и почти нереально по документам. Но еще в Шотландии я видел, что есть хостелы для долгого проживания и решил, что это неплохой вариант. Но не тут-то было. В Лондоне настолько большие проблемы с жильем, что даже такие хостелы нужно бронировать заранее, иногда даже на несколько месяцев вперед. В центре города была расположена целая сеть хороших хостелов. Я сходил в один, но у них не было мест. Потом сходил в другой, но там место освободилось бы через неделю. Потом пошел в третий и аллилуйя, я нашел жилье. Но путешествие — это не всегда кайфовое времяпровождение. Это еще и стресс. Когда я оплачивал за хостел, я сказал, что буду жить долгий период времени. Но почему-то новичок-менеджер забронировал мне всего на 1 неделю. А на следующей неделе уже кто-то другой успел забронировать онлайн. Все это мне говорила по телефону главный менеджер в последний мой день проживания, когда я ехал на однодневную работу барменом за город. И представляете, в каком я был состоянии. Я еле нашел жилье, а тут из-за неопытности работника мне нужно искать другое жилье, и время опять впритык, чтобы его искать, особенно в сезон туризма. Я объяснил менеджеру все это, и что мне сейчас некуда идти, так как все надо бронировать заранее. И я предложил обсудить, какие есть варианты решения этой проблемы. И через какое-то время она перезвонила и предложила хостел из этой же сети недалеко от прежнего адреса. И снова аллилуйя. Уровень стресса плавно спускается, нервы расслабляются, и на следующий день я переезжаю в новое место. Так, тут вход, холодос. Вот плитка, вот эти шкафчики типа на замок можно закрыть, там раковина, тут раковина, мусорка, еще раковина, еще газ, вот холодос, вот холодос, вот холодос. И тут еще шкафчики, там окошко. Я протеинчик попил, чай чуть неохота, это я какао забрал. Книжка. До половины дошел. Если буду беспрерывно читать, за 2 недели закончу наконец-то. Потом шантарам, походу, начну. Вот кухня нормальная, но это маленькая кухня. На нашем этаже 2 кухни. Там вторая 2 раза больше. И на каждом этаже по 2 вроде кухни. Хостел находился в центре города, в районе Челси. И да, рядом находился футбольный клуб, а возле него свой локальный бар, куда я сходил как-то на собеседование. Район был классный, рядом было много отелей, магазинов, ресторанов и баров. Были университеты, музеи и гайд-парк, о котором я рассказал в прошлом видео. При заселении в хостел обязательно нужно показать паспорт и визу. Комнаты были для 1, 2, 3 и 4. В тот момент я заселился в комнату для 4, так как свободно было только там. Стоил он 100 фунтов в неделю, остальные чуть дороже. Условия были хорошие, у нас одного жильца постоянно не было, из-за этого мы жили постоянно втроем. Офигеть! Красиво. Самая красивая радуга, которую я увидел в жизни. Прям передо мной вот так вот встала. Хостел был как обычный 4-этажный дом. На каждом этаже было несколько кухонь, санузлов и душевых. На первом этаже была постирочная, которая стоила 1,5 фунта за стирку. Была комната для отдыха, где можно было посмотреть телек. И момент был свой собственный небольшой, но бесплатный фитнес-зал, куда я любил частенько ходить. В хостеле жили разные люди – студенты, взрослые, пожилые, туристы. В основном в этот хостел распределяли испаноговорящих туристов, а они и вправду такие веселые и теплые ребята. В дальнейшем мы с ними хорошо подружились. Сантиметр, каждый край души и тела, все, что пожелаешь, выбирай. Все, что ты хотела, поцелуй под луной или в
платье белом, почему же не все равно? Ты красива, невыносимо, рядом с тобою быть нелюбимым. Остановишь же это насилие, прямо скажи мне, и тему закрыли. Ты красива, невыносимо, рядом с тобою быть нелюбимым. Остановишь же это насилие, прямо скажи мне. Я как мальчик попадаю в плен твоих флюидов, но не замечаю перемен. Горячая беда, что случилось, сам не свой. Не могу поверить, ты играешь в мою роль. Ты так красива, невыносимо, рядом с тобою буду любимым. Остановишь же это насилие, прямо скажи мне, и тему закрыли. Ты так красива, невыносимо, рядом с тобою буду любимым. Остановишь же это насилие, прямо скажи мне.